Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». Сегодня я хочу связать с вами вот такую вот сумочку. Это можно его применять и как чехол для телефона, вот, либо какие-то другие мелочи носить. Вот так они выглядят, эти крыски. Надеюсь, понятно, что это крыска. Вот, держит она в ручках сыр и кушает. Вот. Будем вязать в двух вариантах, более светленькую и более темненькую. То есть вы можете выбирать цвета разные, но мы будем вязать в двух вариантах. В одном варианте мы будем пришивать репсовую ленту любого цвета, которого вы захотите, и оформление это тоже на ваше усмотрение. Вот, либо вывязывать. Если вы будете вывязывать лямочку одного и того же цвета, то пойдет ровно моточек. Размер сумочки 19 сантиметров. Вот высота сумочки 19 сантиметров. Она узенькая, влазит либо косметичка, либо кошелечек, либо что угодно. Очень оригинальный вариант. Вот. Сумочки связаны из плюшевой пряжи с любого производителя на 100 грамм 120 метров. Когда вы пришиваете, вот с изнаночной стороны ничего не видно, потому что пришиваю я обычной иголочкой швейной и швейной ниточкой, поэтому ничего не видно. Вот такие вот крыски. Вяжутся, отдельно вяжутся лапки, хвостик, ручки. Затем это все ввязывается вместе с сумочкой. То есть мы не пришиваем. Пришиваем только, получается, сыр. Вот. Ручки я приклеиваю здесь, их можно не приклеивать, то есть это тоже на ваше усмотрение. Ну и, естественно, оформляем и тоже все пришиваем. Вяжется очень легко и быстро. И вот такой вот оригинальный вариант сумочки, либо чехольчик для телефона. Вот, можете применять их на ваше усмотрение. Если вам понравились такие сумочки, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Итак, для вязания сумочек крысок я буду использовать такую пряжу. Вся пряжа, она на 100 грамм 120 метров. Любая пряжа у меня одинаковый метраж. Любой производитель подбирайте на 100 грамм 120 метров. Значит, первую сумочку-крыску я буду вязать вот в таких вот цветах. Это бледно-розовая и серенькая. И у меня она будет с вот таким вот, с лямочкой. Лямочку репсовая лента еще называется. Я ее покупала на Алиэкспресс. Буду использовать ее в качестве лямочки для сумочки. Так как я буду вязать две сумочки, одну лямочку я буду вязать, другую я буду пришивать вот в такой такой репсовой ленты, поэтому буду вязать две сумочки. Значит, репсовая лента, цвет выбираете сами. У меня размер 2,5 сантиметра. То есть 25 миллиметров. Такая вот репсовая лента. Дальше у меня металлические полукольца идут. И вот такой вот идет, не знаю, как он называется, чтобы удлинять и укорачивать саму лямочку. Это они тоже идут по 2,5 сантиметра. Ширина полуколец и ширина вот этой штучки. Не знаю, как она называется, напишите, если знаете. А вот, значит, они идут по 2,5 сантиметра тоже. Также нам понадобятся глазки. Глазки у меня 10 миллиметров. Также дополнительные цвета это белый и желтый. Белый для глаз, желтый для сыра. И второй вариант крыски у меня будет ярко-розовый цвет. И вот такой вот... Очень красивый, он это конкретно для крысок подходит. Он такой серо-зеленый или темно-серый. В общем, сложно сказать, какой это цвет. Но вот мне понравился он для крыски. И мне кажется, сочетание этих цветов будет очень такое вот красиво будет смотреться. Вот. И дальше тоже нам понадобится, значит, глазки 10 миллиметров. И здесь мы будем лямочку вывязывать с вот этого цвета. Дальше ножницы, крючок, маркер. И крючок у меня будет 4,5 сантиметра. Все, давайте будем вязать.
Итак, начинаем вязать ножку. Я беру серенькую пряжу. Значит, я буду вязать из двух цветов. Вот я взяла светло розовую и серенькую. Показывать я буду вот в этих вот цветах, но в принципе они будут одинаково связаны, две сумочки, только в разных цветах. Единственное, что мы будем оформлять лямочки немножко по-разному. Поэтому вязать я буду с вот этих вот цветов. Для этого я беру серый цвет и набираю 6, цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Скажем так. Смотрите. Набрала я цепочку из 6 воздушных петель. Я немножко вот так вот приближу. Приблизила немножко картинку, чтобы вы, буду делать это медленно, чтобы вы видели, как это все происходит. Значит, я набрала цепочку из 6 воздушных петель. Теперь я подключаю розовую пряжу. И розовой пряжей я провязываю еще раз 1, 2 и 3. Подтягиваю немножко наши петельки. Вот, провязала я 3 розовой. Теперь провязываю еще 3 воздушные петли. Это будет наша ножка. Теперь 3 воздушные петли на лапку. 1, 2 и 3. 3 воздушные петли провязала. Теперь со второй петли я провязываю 3 соединительных столбика. 1, 2 и 3. Провязали мы первый пальчик. Набираю 4 воздушные петли. Средний пальчик у нас будет побольше. 1, 2, 3, 4. Провязала я 4 воздушные петли. Теперь со второй петли я провязываю 3 по воздушным петелькам и четвертую вот в основание. Раз, 2, 3. Провязали. И вот в основание четвертую. Вот так. Провязано 2 пальчика. Ну и еще один пальчик провязываю. 1, 2, 3. Как и первый. Вот 3 воздушные петельки. И теперь провязываю по воздушным петелькам 1, 2, вот 1, 2 и в основание тоже провязываю, сюда же провязываю 3. Вот мы провязали с вами пальчики. Теперь у нас остается, вот тут вот смотрим, у нас остается одна петелька розовенькая, и мы делаем соединительный столбик по цепочке. Дальше подтягиваю я цепочку, подтягиваю и розовую тоже. Теперь убираю я розовую, убираю, беру серую и уже серой ввожу в серую, в следующую петельку, в серенькую, и делаю тоже соединительный столбик. Вот так, 2 соединительных столбика по основанию. Теперь я придерживаю розовые ниточки, я буду их вязать вместе с деталью. Следующую петельку я провязываю столбик без накида, и розовые тоже провязываю вместе. Я не слишком затягиваю, вяжу легко, чтобы розовые ниточки, их не было видно, не туго вяжу. Вот легенько. Теперь делаю накид. Следующую петлю я провязываю полустолбик с одним накидом и вяжу вместе с розовыми ниточками. Вот так. 1. Дальше 2. Дальше 3. Вот, и последнюю 4. 4
полустолбика с накидом, провязали. Обрезаю серенькую и розовенькую. Серую я фиксирую. Все, получилась у нас ножка. И видите, с обратной стороны, чтобы не было видно, я подтягиваю розовые ниточки. Вот, и потом выпрямляю их. Вот. И вот так вот выглядит изнаночная сторона. Это лицевая. Розовенькие ниточки я обрезаю немножко, снимаю с них пушок и припаливаю. Вот так, припалила немножко. Серенькие я завязываю на узелочек. Вот на узелочек завязала. Тоже оставляю небольшие хвостики. Снимаю и тоже припаливаю. Все, их видно не будет. Это изнаночная сторона, но мы будем их ввязывать и видно не будет. Главное, чтобы эти не распустились, поэтому я их припаливаю очень хорошо, чтобы их было... чтобы они были сильно зафиксированы и не распустились. Все, лапку мы связали. Таких лапок нужно связать 4 штучки. Вот таких 4 лапки. Вяжутся одинаково. Все 4 лапки. Все, давайте свяжем с вами ушко. Ушко вяжу розовой пряжей. И набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязала первый ряд, второй ряд, все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик вяжу вместе с деталью и провязываю первую прибавку. Ставлю маркер в первый столбик. Первый столбик. Дальше 2. Подтягиваю хвостик. Дальше третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая. И шестая. Провязали второй ряд. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд. Снимаю маркер и провязываю столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце должно получиться 18 столбиков. Четвертый ряд. Четвертый ряд провязываем так. Я снимаю маркер, провязываю столбик без накида. Ставлю маркер. Первый столбик. Дальше следующий столбик без накида. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда должно получиться 24 столбика. Давайте так провяжем. Пятый ряд. В пятом ряду провязываем так. Снимаю маркер в первый столбик, столбик без накида. И ставлю маркер обратно в начало ряда. Дальше второй столбик без накида. Третий. И прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. И в конце ряда у нас 30 столбиков получается. И шестой ряд провязываем без прибавок и убавок 30 столбиков без накида. То есть давайте так провяжем 2 ряда. Пятый ряд с прибавками, шестой без прибавок. 30 столбиков.
Итак, я провязала. Вот такое вот ушко у нас получается. Оно немножко такое вот изогнутое. Я отрезаю коротенькую ниточку, так как мы будем пришивать ее обычной ниточкой, поэтому фиксирую. Все. Таких ушек у нас должно быть два ушка. Вот такие. Все, теперь давайте свяжем с вами глаз. Итак, вяжем глаз белой пряжей. Набираю я 2 воздушные. И во вторую петлю я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Вяжу вместе с хвостиком. Это будет первая прибавка, вторая, третья, подтягиваю хвостик, четвертая, пятая, и шестая прибавка. Второй ряд готов. Третий ряд, все 12. Получается у нас 12 столбиков без накида. И теперь вяжем 12 столбиков по кругу, без прибавок и убавок. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Провязали третий ряд. Теперь я немножко вытягиваю ниточку и вставляю глазик в центр. В колечко амигуруми я вставляю глазик в центр. Фиксирую и прижигаю и делаю шляпку. Зафиксировала. Следующий 4-й ряд я провязываю все 6 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все, я обрезаю хвостик, оставляю для утяжки глазика, фиксирую и наполняю его немного наполнителем. Очень немножко. Одеваю иголочку. Вот такой глазик получается. И теперь нам нужно просто стянуть отверстие. За полупетельки стягиваем отверстие. И я еще фиксирую узелочком. И вот в центр путаю ниточки. И вот такой вот глазик получается. Вот такой кругленький. Таких глаз нужно 4. Теперь давайте свяжем с вами носик. Носик розовой пряжей набираю.
И набираю 2 воздушные петли и во вторую петлю провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Обрезаю хвостик, делаю соединительный столбик с первой петлей предыдущего ряда и фиксирую. Все, носик готов. Теперь я завязываю на узелочек хвостики, обрезаю, оставляя небольшие. Вот, и фиксирую их с изнаночной стороны. Вот такой носик получается. Для второй сумочки тоже точно такой же. Теперь начинаем вязать хвостик. Набираю 20 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Провязали цепочку из 20 воздушных петель. Теперь со второй петли провязываю 5 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И дальше до конца ряда провязываем полустолбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последняя 9. Провязали. Теперь обрезаю хвостик, фиксирую. Все, наш хвостик готов. Теперь тоже завязываю хвостики. Не затягиваю, а вот так вот, чтобы оставалось отверстие. Чтобы не стягивать верхнюю петельку. Обрезаю, снимаю и фиксирую тоже. Чтобы не распустился хвостик. Все, хвостик готов. И второй хвостик можно связать точно такой же. Все, давайте приступим к сумочке. Начинаю вязать сумочку серой пряжей. И набираю 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь со второй петли от крючка, с третьей петли от крючка отсчитываем 1, 2, 3. Вот с третьей петли я провязываю в эту третью петлю прибавку. 2 полустолбика. Сумочку мы вяжем с вами полустолбиками с накидом. И провязываю в третью петельку прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Маркер ставлю в первый столбик. Теперь по цепочке провязываю 8 полустолбиков с накидом. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В последнюю петельку я провязываю 4 полустолбика с накидом в одну петлю. 1, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. По второй стороне провязываю 8 полустолбиков с накидом по цепочке. Хвостик вяжу вместе с деталью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Хвостик подтягиваю. И в последнюю петельку я провязываю прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Вот так вот провязали первый ряд. В первом ряду у нас получается 24 столбика. Итак, во втором ряду мы будем ввязывать с вами 2 лапки и хвостик. И давайте начнем. Снимаю маркер и в первый столбик я провязываю прибавку. 1 и 2. Маркер ставлю в первый столбик. Дальше провязываю вторую прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываю. Провязали 2 прибавки. Теперь прикладываю лапку. Значит, лапку мы будем вязать вот наши завязочки, где мы завязывали наши хвостики. И вот первый ряд, который мы с вами провязали. Мы цепляемся вот за первый ряд, под первый столбик или под последний столбик на ножке. Вот под последний столбик на ножке. Перед этим я делаю накид, прикладываю лапку, ввожу крючок и ввожу в следующую петельку на ножке, на основании сумочки, и провязываю 1 полустолбик с накидом. Делаю второй накид и ввожу через ножку вот под следующий столбик. Вот так. Вот мы ввязали лапку вот с изнаночной стороны, вот с лицевой стороны. Дальше я провязываю полустолбики с накидом, 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Теперь ввязываю вторую ножку. Тоже 2 стежка, 2 столбика мы захватываем под ножку. Под последнюю ножку завожу крючок. Делаю накид. Завожу крючок под последнюю ножку и на основании. Вот. И вяжу 1,
И сюда же ввожу 2. Вот, вязала я ножки. Теперь провязываю 4 прибавки подряд. В каждую петлю по прибавке. Первая прибавка, вторая, третья и четвертая прибавка. Дальше провязываю 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь ввязываю хвостик. Тоже ввожу под последний столбик. Делаю накид. И под последний столбик ввязываю хвостик. Раз. И два. Итак, провязала я хвостик. Теперь провязываем 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. И в конце провязываем 2 прибавки. Первая прибавка 2 полустолбика с накидом в одну петлю. И последняя 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Итак, провязали мы с вами ряд. Вязали 2 ножки и хвостик. Во втором ряду у нас получается 34 столбика. 34 столбика. Вот ножки, вот хвостик. Вот такой ряд у нас получается. И вот мы с вами связали второй ряд. Теперь с 3 по 12 ряд я провязываю 34 столбика, 34 полустолбика с накидом. С 3 по 12 ряд без прибавок и убавок провязываю уже стеночки сумочки. Ставлю маркер и начинаю вязать высоту стеночки нашей сумочки. Уже без прибавок и убавок. Давайте так провяжем с 3 по 12 ряд. Итак, я провязала с 3 по 12 ряд. Я немного ошиблась в 2 петельках. Я прошу прощения. А вот я где-то обозначу, что в чем ошибка была. Во втором ряду у нас получается не 34, а 32 петельки. Я просто ошиблась в количестве. Вязали мы все правильно, только посчитала я неправильно, получается. И с 3 по 12 ряд мы вязали не 34 полустолбика с накидом по кругу, а 32. Я прошу прощения, это моя ошибка. Я где-то отмечу обязательно. Вот, и теперь 13 ряд мы провязываем так. Во-первых, мы в 13 ряду будем ручки с вами ввязывать, поэтому я снимаю маркер и провязываю 7 полустолбиков с накидом. В первый столбик я ставлю маркер. Дальше 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязав 7 полустолбиков с накидом, я ввязываю ручку, делаю накид, вставляю вот между последним столбиком крючок, затем вставляю в петельку на стеночке сумочки и вывожу. Так.
Теперь делаю накид и опять ввожу вот в петельку, в последнюю. Смотрите, чтобы ручка просто симметрично она вот выходила, получалось симметрично. Вот. Либо в столбик, либо вот в последнюю петельку, которая у нас на самой ручке. Все ввязали. Дальше вяжем 13 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Провязав 13 полустолбиков с накидом, я ввязываю еще последнюю ручку. Делаю накид, вставляю под последний столбик на ручке и вставляю вот в петельку на стеночке и провязываю вместе. Дальше я захватываю либо под стеночку тоже, либо в последнюю петельку. То есть уже смотрите, чтобы ручка не висела, а была симметрична. Вот провязала я под столбиком. И теперь дальше до конца ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, ручки мы с вами ввязали. Вот. И теперь дальше с 14 по 20 ряд вяжем по кругу без прибавок и убавок 32 столбика, 32 полустолбика с накидом с 14 по 20 ряд. Все, опять продолжаем вязать стеночки. Итак, довязала я 20 рядов. Вот такая деталь получается. Все, я снимаю маркер. Основу сумочки мы связали. Обрезаю ниточку и фиксирую. Все, провязали основу. Теперь приступаем к клапану. Итак, начинаем вязать клапан. С боковой стороны, с одной вставляю крючок. Набираю 2 воздушные. И сюда же провязываю 1 полустолбик с накидом. И дальше провязываю 2, 3, хвостики все вяжу вместе, 4, 5, 6. Вяжем до второй стороны боковой. Получается, на боковую часть приходится нам 16 столбиков. Вот так получается с передней части. Я отрезаю хвостики.
Все, на боковую часть, вернее, на клапан у нас идет 16 петелек с задней части сумочки. Провязав первый ряд, я набираю 2 воздушные, разворачиваю вязание и вначале я провязываю убавку. Делаю накид, вывожу петельку, не провязываю, делаю опять накид, в следующую петелечку провязываю 5 петелек на крючке, провязываю вместе. Сделали первую убавку. И теперь 14 столбиков до конца ряда я провязываю 14 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Вот так мы провязали второй ряд. У нас получается 15 столбиков. И так нам нужно провязать. И так мы будем провязывать каждый раз, начиная с нового ряда. Третий ряд. Набираю 2 воздушные, разворачиваю вязание, вначале провязываю убавку. Не провязываю, делаю опять накид, в следующую петельку ввожу крючок, 5 петелек на крючке провязываю вместе. Так. Первую петельку не провязываю, во вторую петельку и провязываю вместе. И дальше до конца ряда я провязываю 13 полустолбиков с накидом. Это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Теперь у нас в третьем ряду 14 столбиков. Четвертый ряд. 2 воздушные, разворачиваю вязание и вначале провязываю убавку. Дальше до конца ряда провязываем 12 столбиков без накида. В конце 4-го ряда 13 столбиков. Итак, провязала до конца. Теперь 5-й ряд. В 5-м ряду делаю 2 воздушные, разворачиваю вязание, провязываю убавку. И дальше до конца ряда провязываю 11 полустолбиков с накидом. Итак, провязала 6-й ряд. Поднимаю 2 воздушные, разворачиваю вязание. В 6-м ряду опять делаем в начале убавку. Затем 10 полустолбиков с накидом до конца ряда. Итак, 7-й ряд. Поднимаюсь на 2 воздушные, разворачиваю вязание. В 7-м ряду я опять делаю в начале убавку. И дальше провязываю 9 полустолбиков с накидом до конца ряда. 8-й ряд. В начале 2 воздушные петли. И в начале провязываем опять убавку. Дальше до конца ряда провязываем 8 столбиков, 8 полустолбиков с накидом. Итак, 9-й ряд, 2 воздушные,
разворачиваю вязание в 9 ряду, в начале убавка и 7 полустолбиков с накидом. Итак, 10 ряд, 2 воздушные, разворачиваю вязание и в начале убавка, до конца ряда 6 полустолбиков с накидом. Итак, 11 ряд, 2 воздушные, в начале убавка, дальше до конца ряда 5 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. 2 воздушные, 12 ряд, в 12 ряду в начале убавка, до конца ряда 4 полустолбика с накидом. Дальше 2 воздушные, следующий ряд, убавка, и до конца ряда 3 полустолбика с накидом. Дальше 2 воздушные, 14 ряд, в начале убавка, и в конце 2 полустолбика с накидом. 15 ряд, 2 воздушные, разворачиваю вязание, в начале убавка и 1 полустолбик с накидом. 2 воздушные, 16 ряд, и провязываем убавочку. Все, клапан закончили, вот такой вот он остренький. Итак, довязали мы убавочку, вот такой клапан получается. Вот. И теперь, не обрезая ниточку, будем с вами делать обвязку, провязывать. Делаю я одну воздушную, и сюда же я провязываю, в уголочек провязываю 2 столбика без накида. Затем вяжу по боковой части, вот в каждую, вяжу в каждое отверстие, провязываю столбики без накида. Вот каждый ряд. Чтобы деталь не стягивалась, я провязываю столбики без накида. Вот так. Смотрю, проверяю, чтобы не стягивать отверстие. Ой, не стягивать, чтобы не стягивалась деталь. Провязываю столбики без накида. И теперь вот здесь вот в уголочке я провязываю столбик без накида и перехожу сразу на стеночки. Здесь я буду вязывать полуколечко. И вот ввязываю 1, 2,
3. Провязав 3 столбика без накида в полуколечко, дальше я провязываю вот по, привыкла уже полустолбиками, дальше столбики без накида вяжу до следующей боковой части стороны. Теперь остается 1, 2, 3, отсчитываю 3 столбика без накида. Ой, отсчитываю 3 петельки, вот до клапана отсчитываю 3 петельки и буду вязать тоже 3 столбика без накида вместе с полуколечком. Вот так. И дальше перехожу на клапан. Сильно не затягиваю петли, чтобы не стягивать вязание. Итак, зафиксировала я ниточку, спрятала уже. Вот такой вот клапан получается. Так как у меня на этой сумочке будет не вязаная, а вот репсовая лента, то я ввязала вот такие вот полуколечки. Хотя можно и на вязаную лямочку тоже вставить полуколечки, но я на вязаную лямочку не буду вставлять полуколечки, я просто пришью эту лямочку. А здесь я буду просто, здесь я вставила полуколечки на 3, получается, на 3 столбика, так как они маленькие. Вот заготовочка у нас уже готова. Дальше давайте с вами свяжем сыр. Сыр для того, чтобы мышка держала его в ручках. Давайте свяжем сыр. Итак, начинаем с вами вязать сыр. С желтой пряжи я набираю 3 воздушные петли. И в третью петлю я провязываю 1 полустолбик с накидом. Дальше 2 воздушные. И разворачиваю вязание. Теперь провязываю прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше я 2 воздушные и разворачиваю вязание.
третий ряд я провязываю 2 прибавки подряд. Первая прибавочка, 2 столбика без накида, и во вторую 2 столбика без накида. Получается у нас 4 петельки в третьем ряду. Четвертый ряд, 2 воздушные, разворачиваю вязание. В четвертом ряду в начале провязываю прибавку, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше 2 воздушные, 1, 2, 2 петельки пропускаю, и в конце я провязываю прибавку, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. У нас получается 6 петелек в четвертом ряду и первая дырочка на сыре. Пятый ряд, 2 воздушные, разворачиваю вязание. И теперь в начале провязываю прибавку. Дальше провязываю по воздушным петлям. По воздушным петлям провязываю 2 полустолбика с накидом. Дальше 2 воздушные. И в конце провязываю прибавку. В самом конце 2 столбика без накида в одну петлю. У нас получается 8 петелек и вторая дырочка на сыре. Шестой ряд. В шестом ряду набираю я 2 воздушные, разворачиваю вязание, и в начале я провязываю прибавку, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываю по петелькам воздушным 2 полустолбика с накидом в отверстие. Дальше 2 воздушные, 2 петельки я пропускаю. Дальше я провязываю в третью 1 полустолбик с накидом, а в последнюю прибавка, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Вот такая получается деталь. Седьмой ряд. В седьмом ряду в начале провязываю прибавку, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше 2 воздушные, 2 пропускаю, 1, 2. Провязываю 4 полустолбика в отверстие, провязываю в одно отверстие, провязываю 1 полустолбик с накидом. Дальше провязываю по петелькам 2, 3, 4. И в конце прибавка, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Вот мы провязали с вами седьмой ряд. Восьмой ряд. 2 воздушные, разворачиваю вязание, провязываю в начале прибавку, дальше 2 воздушные, 2 петельки я пропускаю, дальше 5 полустолбиков с накидом. Провязываю 2, пропускаю, провязываю 1, 2, в отверстие 3, 4, дальше в следующий 5, и в самый последний столбик провязываю прибавку, 2 полустолбика с накидом в одну петлю.
Теперь 9 ряд. В 9 ряду я провязываю в начале прибавку, дальше провязываю 8 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, в отверстие 6, 7, дальше в следующую петельку 8 и в конце прибавку 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Все, наш сыр провязан. Теперь мы делаем обвязку столбиками без накида по всей детали и по углам, чтобы были остренькие уголочки, 3 столбика без накида в одну петлю. Я делаю воздушную и продолжаю вязать вот по следующей стороне. В это же я провязываю, сюда же я, вернее, в этот ряд я провязываю 2 столбика без накида. Дальше я провязываю по всем рядам до следующего уголочка. В следующем уголочке я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. Теперь по второй стороне я провязываю до следующего уголочка столбики без накида. Хвостик вяжу вместе с деталью. Так, хвостик потом обрежу. Дальше вяжу до следующего уголочка. Вот и в этот уголочек я провязываю 3 столбика без накида в одно отверстие. И по следующей стороне, по третьей, тоже провязываю столбики без накида. И вот в уголочек я здесь провязала 2 столбика. Сюда же я провязываю еще 1 столбик без накида и фиксирую ниточку соединительным столбиком. Теперь я обрезаю хвостик и прячу. Вот, и спрячу все ниточки. Давайте спрячем. Ну все, сыр связан. Вот такой он в дырочку. Дырочки можете размещать тоже в хаотичном порядке, то есть на ваше усмотрение. Вот такой вот получился сыр. Теперь нам нужно его разместить на нашей сумочке. Я его буду размещать вот таким вот образом, как будто бы мышка держит в ручках сыр. Вот так вот. И кушает его.
Я ручки можно не прикреплять, конечно, но я их буду прикреплять к самому сыру. Вот таким вот образом. Смотрю, расставляю таким образом, чтобы было мне красиво. Наискосок делаю все. И вот таким вот образом буду распределять наш сыр. Теперь я его приклею по краям, пришью обычной ниткой с обычной иголочкой и приклею сначала ручки, а потом пришью, чтобы они очень хорошо держались и никуда они не девались. Все, давайте с вами приклеим сыр и ручки и пришьем их по краям.
Итак, приклеила я сыр, пришила по краям, как я уже показала. Ручки тоже я внутри приклеенные, они по краям пришитые. Все хорошо держится. Вот, ну, мне кажется, так больше лучше смотреться будет, и плюс не будет ничего вытягиваться. И все, теперь дальше давайте продолжим оформлять наш клапан. Итак, начинаем оформлять мордочку. Значит, сначала я приклеиваю носик вот в конце клапана. Между 8 и 9 рядами я приклеиваю глазки. Вернее, не между, а на 8 и 9 ряду. В двух рядах, на двух рядах сразу. Вот по краям клапана я приклеиваю глазки и затем пришиваю и носик, и глазки. Давайте оформим. Итак, пришила я глазки и носик. То есть я сначала приклеиваю, закрепляю, а затем по кругу пришиваю, чтобы более крепче держалась. Теперь нам нужно пришить и приклеить ушки. Я тоже их приклеиваю и пришиваю. Пришиваю я их, вернее, приклеиваю я их между 4 и 5 рядами. Вот, смотрите, тут 1, 2, 3. Так, да, между 4 и 5 рядами. Значит, первый ряд 1, 2, 3 и 4. 4 и 5. Вот. Вот 4 и 5 ряд. Между 4 и 5 рядами я сначала их приклеиваю. Вот так вот приблизительно, чтобы они выглядывали. Вот таким вот образом. А затем по кругу тоже пришиваю. Поэтому давайте с вами тоже приклеим их между 4 и 5 рядами и пришьем по кругу.
Итак, пришила я ушки. Вот такая мордочка у нас получается. Вот такая вот сумочка. Вот. Мышка держит сыр лапками и кушает его. Так, у нас теперь осталось только сделать, значит, с вами сумочку. Значит, я взяла, так как у нас в этой сумочке в светлой у нас будет ремешок такой вот, такая вот лента репсовая. Я ее уже отрезала. Это 1,20 м у меня получилось. Вот. И теперь нам надо, я прижгла ее с двух сторон. Вот. И отрезала 1,20 м. Вот такая лента. И теперь нам надо ее пришить. Буду я пришивать обычной иголочкой под цвет нашей ленты. У меня эта лента желтая, поэтому я возьму желтую ниточку и буду пришивать, значит, пришивать к полукольцам нашу ленту. Вот. Все, давайте буду демонстрировать, как я это буду делать. И давайте с вами оформим нашу лямочку. Итак, я пришила лямочки. Вот. Да, немножко получается меньше. Если брать все одинаковое, 2,5, то немножко идет гармошечка. Ну, в принципе,
все равно это лучше, чем она была бы большая. Вот такая вот сумочка. Можно за счет вот этой вот регулировать лямочку, за счет этой металлической штучки, не знаю, как она называется. Вот, за счет этого я сделала немножко длиннее, скажем так, лямочку, для того, чтобы можно было ее регулировать. Все, первая сумочка у нас готова. Вот с такими ножками помещается. Вот хвостик ножки. Вот такая сумочка. Вот, и теперь давайте с вами сделаем и оформим вторую сумочку. Итак, вторая сумочка вяжется точно так же. Я ее связала одинаково, как и с первой сумочкой. Единственное, что я здесь, когда делала обвязку, я же не вставляла вот эти металлические колечки, а мы будем с вами сейчас вывязывать лямочку, вязать лямочку и пришивать ее. Взяла я основу нашей сумочки, точно такой же цвет, как основа нашей сумочки, и буду вязать лямочку этой же пряжей. И набираю я 137 воздушных петель. Набираю я цепочку 137 воздушных петель. Давайте с вами провяжем. Итак, провязала я вот такой вот размер, 137 воздушных петель. Вот такая получается лямочка. И теперь с третьей петли от крючка, вернее в третью петлю от крючка, я провязываю 2 полустолбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Теперь по цепочке вяжем в каждую петлю 1 полустолбик с накидом. Провязать нам нужно 133 полустолбика с накидом. То есть просто вяжем по цепочке полустолбики с накидом. Давайте так провяжем до конца цепочки. Итак, провязала я вот 133 полустолбика с накидом. И вот у меня остается одна петелька. И в эту петлю я провязываю 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Теперь разворачиваю вязание. И теперь буду вязать по второй стороне тоже полустолбиками с накидом. Хвостик вяжу вместе с деталью. И продолжаю вязать 133 полустолбика с накидом по второй стороне цепочки. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, теперь со второй петли от крючка я провязываю в первую петлю, вернее во вторую петлю, прибавку 2 столбика без накида в одну петельку. И дальше в каждую петельку 134 столбика без накида, ну то есть до конца цепочки, не довязывая одну петельку. Давайте провяжем так. 134 столбика без накида. Итак, провязала я цепочку вот столбиками без накида, довязала до конца. У меня осталась одна петелька, и в последнюю петельку я провязываю 4 столбика без накида. 3 и 4. И дальше по второй стороне цепочки я провязываю точно так же столбиками без накида. 134 столбика без накида по второй стороне. Давайте так провяжем. Итак, довязала я.
И вот осталась последняя петелька, и в последнюю петельку я провязываю прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь первый столбик предыдущего ряда я делаю соединительную и фиксирую ниточку. Вот я хочу вам сказать, полностью у меня это все, что осталось у меня от одного моточка. Если вязать лямочку, это если вы вяжете лямочку одного и того же цвета, то в принципе одного мотка достаточно. Вот у меня осталось немножко. Это то, что осталось от одного моточка для сумочки. Если, конечно, вы будете вязать лямочку другого цвета, то в принципе можно так не переживать по поводу того, что нужно вам целый моток на сумочку. Все, теперь давайте пришьем нашу лямочку. Ну все, я пришила лямочки для сумочки. Очень близко между клапаном и сумочкой. Вот. И вот такая сумочка получается. То есть теперь вы смотрите сами. Либо вы вяжете лямочку. Лямочку, кстати, можно другим цветом связать. Не обязательно под цвет мышки. Вот. Но если вы вяжете под цвет мышки, значит нужно... достаточно одного моточка. Один моточек впритык хватает для того, чтобы связать сумочку. Значит, и вот такая сумочка получается. Я пришила ее вот с одной и с другой стороны. Вот, и вот, а вы уже решайте сами. Либо будете вязать лямочки, либо будете покупать репсовую ленточку. Вот, это уже на ваше усмотрение. Вот такие две сумочки. Вот такие две сумочки готовы. Надеюсь, у вас все получилось, все понравилось. Я показала два варианта. Выбирайте для себя любой, тот, который вам больше нравится. А вот, и на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня им говорю пока-пока.